Всем привет из Милана. И вы знаете, вот у всех тут праздничное настроение, у меня оно вообще не праздничное. Как вы знаете, Мухаммед Салах в Милан вместе с Ливерпулем не полетел. Вот ни на секунду нельзя их оставить, да, одних. Происходит какой-то трэш. Будем все это обсуждать, снимать. Погнали. Ну и Милан тоже немножко покажу. Играем с Интером, Интернационале, и на самом деле тут очень интернациональная компания болельщиков Ливерпуль тоже подобралась. Но вы знаете, пока я здесь гуляю по центру Милана, смотрю всякие новогодние украшения, моя подруга, коллега Ира Зелененко находится на пресс-конференции Арне Слота. Вот мне интересно, что он там такого скажет интересного, да, в свое оправдание. Посмотрим. Ну что, Арне Слот дал пресс-конференцию перед игрой с Интером, и что хочется сказать, по-моему, тренер Ливерпуля реально классный мужик. Выглядел он очень вдумчивым, очень думающим человеком, рефлексирующим, который действительно переживает за ситуацию, которая сложилась у него в команде. И я не думаю, что это его стратегия, чтобы на фоне экспрессивного, эмоционального Салаха выглядеть более контролирующим и более здравомыслящим. Нет, мне действительно показалось, что Арне Слот вот такой сам по себе мужчина, который пытается разобраться в проблемах, которые случились. И очень было, конечно, много вопросов про Салаха, и Слот даже не показал нотки раздражения. Он на все настолько спокойно отвечал, и мне действительно показалось, что пока он отвечал на вопросы про Салаха, он пытался еще раз осмыслить ситуацию, которая сложилась. И он сказал очень важную фразу, что бы игрок ни сделал, и какая бы ситуация ни была, игрок всегда имеет право вернуться в команду, всегда имеет шанс вернуться в команду, и я думаю, что это на самом деле правда. Посмотрим, как оно сложится. И, знаете, еще поймал себя на мысли, что если бы инстаграм-психологи разбирали эту пресс-конференцию, они бы анализировали язык тела Арне Слота, и на один из вопросов Арне Слот отвечал, очень поджав губы, то ли контролируя эмоции, то ли не давая тот ответ, который он хотел бы дать на самом деле. А вопрос был очень простой. По вашему мнению, Мухаммед Салах уже сыграл свой последний матч за Ливерпуль? И Арне Слот ответил «I have no clue», вот так вот стиснув зубы. I have no clue. I cannot answer that question at this moment of time. I respect you. Ну вот я зашла в совершенно случайный, ну хорошо, не случайный, паб, который посоветовал какой-то инстаграм ливерпульский, называется The Football Pub. Ну и, конечно, здесь полно наших дома. I don't really think it's a case of Salah v Slot. I don't. I think it's a case of like Salah think he's better than the club, which is really disappointing. So Salah's like amazing, like incredible, but he's not bigger than the football club, and he's acting as if he's bigger than the football club. Ну что, день-два. Едем в паб. Наверное, уже идем, я уже доехала. В паб, где тусуется фанат Ливерпуля. Добрались, здесь куча наших. Вот, да, вот, пожалуйста.
Все знакомься лица, некоторых вы 100% видели в моих блогах. Место притяжения здесь на Навилье. Вот еще тут. Привет. Здорово. Какими судьбами? Слушай, как всегда, эти болельщики Ливерпуля, они постоянно ездят по всей Европе. Лучше всех. И ты понимаешь, что приходится делать? Приходится соответствовать, приходится ездить с ними и смотреть, тебя чтобы... заставляет, алло. Ну, конечно, и смотреть, чтобы их эмоциональное состояние, ну, как-то было в порядке. Потому что я, как человек, который не болеет за Ливерпуль, я должен морально поддерживать людей в один из самых сложных сезонов в их жизни. Правильно? Ты Правильно. вот мне лучше скажи, а делать-то что? Салах, Слот, кто прав, кто виноват? Салах не прав. Пусть едет в Саудовскую Аравию. Желаем ему большого контракта. Салах off to Saudi. А Слоту выиграть все, что можно выиграть с Ливерпулем. Very, very upset about it. Mo Salah is one of the greatest players we've ever had. Third top goal scorer we've ever had. But what he's done is bad. He'll never ever be respected in the same way as he was prior to this. I am upset about it. But you make your bed, you lie in it, and that's what he's done. Для чего я купила футболку с фамилией Робертсон на спине? Чтобы во всех пабах, куда я захожу, пели Энди Робертсон. Это работает безотказно. No matter what the fuck happens tonight, we're all here to have a good time. Fuck what's going on there, let's just enjoy ourselves. Ну вот, собственно, паб, где Энди Ходжсон исполняет песни. Ну и вы слышите атмосферу, что надо. Макс, что думаешь, кто прав, кто виноват, кого аут, кого ин? Ох, сразу доступаешь на мозоли мне, да? Но я думаю, что тут в этой ситуации с Салахом все понятно. Я надеюсь, что там прошлый матч, который он провел на скамейке в Лидсе, был, в принципе, его последний в Ливерпуле. Там Каррагер все по делу сказал, не буду повторяться, но... Не, в общем, эра Салаха кончилась, и слава богу, я честно думаю, что без Салаха заиграют лучше. Там у нас есть Кьеза, у нас есть Вирц, у нас есть как бы нормальная глубина, поэтому, честно, жалко, но это жизнь. Ну смотри, первым делом Салах — это, конечно, легенда клуба, я думаю, последние 30 лет в топ-3, даже если не топ-2 заходит. И, несомненно, спасибо ему за чемпионство, за все эти многочисленные кубки. Поэтому первым делом большая благодарность ему. Я считаю, что выходка, конечно, его была в стиле Рональдо 4 года назад, скажем так, когда он во время чемпионата мира в Катаре выходил с таким же интервью. Диагноз понятен. Я считаю, что это большая проблема Слота. Слот должен держать команду, Слот должен не допускать таких моментов. Я считаю, что, скорее всего, видно, что он упустил раздевалочку. И вот оно, выход Салаха. Некрасиво, конечно, мы с ним попрощаемся, скорее всего. Ну, не первый раз в Ливерпуле с легендами прощаться. С Хендо тоже не так красиво попрощались. Были тоже моменты с Суаресом. Ну, и Ливерпуль — это мощный клуб, самый крутой клуб Англии и мира, и Европы. Поэтому пережили всех ребят, как Торреса и Суареса, переживем и Салаха, и вперед к победам! Saturday night.
А если Алонсо сейчас уволят из Реала, хочется его в Ливерпуль или как бы нет? Блин, ну, душа говорит, что хочется. Но, в принципе, я еще как бы надеюсь на то, что Слот типа не физрук, и у него не случайно получилось все в прошлом году. И хочется, чтобы, короче, он это разрулил, а не пришел кто-то еще. We want Klopp, don't we? We want Klopp, let's be honest. We want Klopp. A lot of it has come with the Jota incident. They all love Jota. The players loved him. The fans loved him. That's been a big sale while Liverpool's form has dipped this season. Great player does not go bad overnight. But a lot of our players have gone bad overnight. But at the end of the season, watch where we are. We'll still be there in the Champions League final in Hungary, and I'll be there watching it, and you'll be there watching it. Of course, of course. And that's all I've got to say, and God bless LFC, and God bless Diego Jota. Come on, Redman! В общем, как вы поняли, тут весело. И на самом деле, неважно, как сегодня закончится матч, выезд уже совершенно точно отличный. Макс покупает значки и забрал последний. Лаки бастард. Сейчас мы еще будем в очереди стоять. Маленький. Ну, что там? Сан-Сиро. И куча полицейских. Мы уже нахерачились, если честно. Ну а как смотреть этот Ливерпуль? Только, блин, пьяными. Трезвыми никак. Это только начало. Да, это не конец еще, я надеюсь. Я надеюсь. Ты куда пошел, Макс? А, нам сюда? Thank you. Вот люди часто жалуются на очередь на Энфилде. Но вот вы вот это посмотрите очередь. Пипец, полчаса до матча. Мне не понравилось. У меня отобрали расческу. Сказали, вы можете кинуть футболистов. А ботинки я тоже могу кинуть футболистов. Их почему-то не отобрали. Расческу, fucking hell. У нас не проблемы с билетом. Что-то с билетом. Пока Салах в джиме там тренируется в Ливерпуле, у нас в основе Исак и Экитике одновременно. Юга Экитике. Ту-ту-ту. Юга Экитике. Кертис Джонс мой любимый в основе тоже. Вирт в запасе. В общем, интересно, хороший состав. И вы знаете, вот часто бывает такое, что когда ты уже прям в полном говне, и дальше уже падать некуда, начинаешь выигрывать. Мы все еще идем. В общем и целом, я, конечно, не фанат таких подъемов. Мы все идем.
Короче, встать на свое место тут невозможно, поэтому мы встали куда попало. Какой фол Лаутаро. Блин, у меня, честно говоря, сердце ёкнуло. Хочу сказать, что я очень люблю Кертиса Джонса. Его как-то принято критиковать, мне кажется, у него такие вайбы, знаете, такого оболтуса, которого критикуют вообще за все. Но на самом деле, по-моему, он очень талантливый игрок. Я, по-моему, вам уже говорила, что ВАР достал, да? Ну вот, опять проверяют гол, который сейчас Канате забил. Вот честно, меня бесит ВАР, даже когда соперники забивают. А уж, ну, что говорить о том, когда Ливерпуль забивает. Ну что там? Не засчитал. Ну что, закончился первый тайм. И 0-0. Не знаю, лучше, наверное, чем я думала. Кстати, вот еще важная вещь, да, что Сан-Сиро же скоро того. Поэтому, собственно, приехало так много людей, даже так, кто не болеет за Ливерпуль. Просто потому что Сан-Сиро скоро не будет. И вновь ВАР, теперь смотрят пенальти. Пенальти. Ворота Интера. Я, честно говоря, вообще не видела, что было. Атака была хорошая. Кто будет бить пенальти-то, если даже не знать, что дом. Вертс. Судья пошел сам смотреть. Даже не знаю, взять слова назад, что ли, насчет ВАР.
слышали? Ну, две команды такое себе показывали. Да ладно, нормально. Скажем так, я не знаю. Но Арне Слот. Да. У меня тут просто знакомый был болельщик Интера. Он сказал, что немножко своровали победу. Я ему до игры сказал, что Слобослай сделает дубль. Ну, недоработки немножко, а так, в принципе, доволен. Осипший немножко. Мне кажется, все заслуженно вполне. Количество ошибок у обеих команд, конечно, уровня Лиги Европы, скажем так. Да ну нет. 1-0, ну что, собственно, на этом все. Мы спускаемся с этой бесконечной огромной башни на Сан-Сиро. Скоро Сан-Сиро не будет, успели побывать. И удачно. В общем, такой получился сегодня выпуск. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ставить лайки победному выпуску, я думаю, гораздо приятнее. Ну и увидимся очень скоро. И, кстати, у меня, да, если вы не знаете, у меня есть теперь возможность задонатить. Так что спасибо всем тем, кто уже это сделал. Очень приятно. Ну, а на этом все, да. В общем, пока-пока. У меня уже язык заплетается.